Как подготовиться к ядерной войне, чтобы выжить? До недавнего времени вероятность ядерной войны казалась большинству людей нереалистичной. Мысль о таком сценарии прочно ассоциировалась с 60-70-ми годами XX века. Однако сегодня политические лидеры вновь вспоминают о ядерном оружии. А эксперты обсуждают возможность ядерной войны в 2025 году. Конечно, это не означает неизбежность ядерного апокалипсиса, но к возможным угрозам надо относиться серьезно. Хотя сценарий ядерной катастрофы остается маловероятным, надежда на лучшее не исключает подготовки к худшему. Мы предлагаем несколько советов, которые могут помочь вам и вашей семье пережить возможную ядерную войну. Эти рекомендации касаются подготовительного этапа, а не действий во время взрыва. Надеемся, что наши советы никогда не пригодятся, но подготовка важна. Зачем готовиться к ядерной войне? Угроза ядерного удара существовала с момента создания первой атомной бомбы и никогда полностью не исчезала. Применение ядерного оружия возможно не только в результате конфликта, но и вследствие случайности или ошибки. История знает случаи, когда мир стоял на грани ядерного апокалипсиса. Время от времени риски возрастают, поэтому готовность к ядерной войне – разумная мера предосторожности. Некоторые специалисты сомневаются в целесообразности подготовки к ядерной войне, считая, что она приведет к полному уничтожению человечества. Однако современные ученые склоняются к мысли, что ядерная война не уничтожит все живое на планете. Даже в странах, подвергшихся ударам, многие люди смогут выжить. Жители городов тоже имеют шанс на спасение, если правильно подготовиться. Ранее мы упоминали возможные цели для ядерного удара. Исходя из этого, можно заключить, что подготовка к ядерной войне имеет смысл. Продукты питания на случай ядерной войны. Создание стратегического запаса продуктов полезно не только в контексте ядерной войны. В чрезвычайных ситуациях магазины опустошаются мгновенно, причем скорость опустошения пропорциональна уровню опасности. В случае ядерной войны магазины прекратят функционировать, и вам придется долгое время оставаться в укрытии. Рекомендуется запасти бутилированную воду из расчета минимум 10 литров на человека. Вода из крана и местные источники воды станут непригодными для употребления. Продуктовый запас должен включать консервы, тушенку, шоколадные батончики, сухари, печенье, хлопья, сгущенное молоко. Крупы тоже полезны, но в первые дни они вряд ли потребуются. Что включить в тревожный чемоданчик? Тревожный чемоданчик – это набор предметов, необходимых в экстренной ситуации. Начнем с аптечки. Приготовьте бинты и жгуты, кровоостанавливающие препараты, обезболивающие, антисептики, антибиотики, йодид калия, влажные антибактериальные салфетки. Затем добавьте инструменты для выживания: маленький топор, универсальный туристический нож, фонарь, лучше самозарядный, радиоприемник на батарейках, защитные маски класса FFP2 или FFP3, металлическую емкость, спички и зажигалки, свечи, пленку и изоленту или скотч, одежду по сезону, средства личной гигиены, столовые приборы. Документы – важная составляющая тревожного чемодана. Теплое одеяло или спальный мешок для каждого члена семьи также необходимы. Сложите все в рюкзак, который должен быть у каждого взрослого и ребенка старше определенного возраста. Это позволит быстро собрать вещи и освободить руки в критической ситуации. Важные шаги для подготовки к ядерной войне. Подготовка к ядерной войне включает не только сбор тревожных чемоданчиков. Необходимо изучить литературу по выживанию и оказанию первой медицинской помощи. Полезную информацию можно найти на YouTube или послушать аудиокниги. Помните, что во время войн многие гибнут из-за неумения окружающих оказать первую помощь. Узнайте расположение ближайшего убежища гражданской обороны и проверьте его состояние. Можно использовать метро, если станции достаточно глубокие. В крайнем случае подойдет подвал с бетонным перекрытием, но он должен иметь как минимум 2 выхода. Возьмите с собой лопату и ломик. Правильная подготовка и выбор безопасного места могут значительно повысить ваши шансы на выживание. Пример жителя Хиросимы Эйза Намура показывает, что даже находясь в непосредственной близости от эпицентра взрыва, можно остаться в живых. Мужчина пережил взрыв, находясь в подвале дома, и прожил еще 37 лет, скончавшись в возрасте 84 лет. Этот пример демонстрирует, что ядерная война не равносильна концу света. Главное – вовремя отреагировать на сигналы тревоги и не игнорировать меры безопасности. Как видите, подготовка к ядерной войне не требует сложных действий.
Решение о том, следовать этим рекомендациям или нет, остается за вами. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.